Представляю вашему вниманию новую версию советника Martex. Изменений в советнике много, и прежде всего, как вы видите, изменилось внешнее оформление советника. Появились новые горячие кнопки, появились новые информационные сообщения на графике. Но самое главное, мы изменили систему хеджирования. Сделали ее более надежной, более безопасной. Кроме того, мы добавили определитель направления тренда, автотренд. И несколько изменили стратегию открытия новых ордеров. Начнем мы знакомство с новой версией системы хеджирования. Как автомобили разбивают об стену, проверяя их на безопасность, устраивая так называемый краш-тест, вот таким же образом мы решили проверить наш советник. Задали ему предельные настройки и запустили в тестере. Посмотрим, как он выдержит такие нагрузки. Депозит $1000, начальный объем 1/10 лота, коэффициент усреднения множитель Мартингейла 2. Вы видите, что появилось сообщение, что открыто равное количество по объему лотов, то есть замок. И тем не менее советник вышел из этого замка. Давайте остановимся и посмотрим повнимательнее. Вот вы видите, что было движение вниз, и советник усреднился несколькими ордерами на бай. Но движение продолжилось, средств не хватало, и советник захеджировался двумя ордерами на sell. То есть вошел в так называемый замок. То есть было равное количество лотов и в том, и в другом направлении. Но тем не менее цена, видите, развернулась, пошла кверху. И на определенном участке при пробитии скользящей средней вниз советник закрыл все ордера на buy и закрыл одну позицию на sell. Вторая позиция осталась, но поскольку цена пошла вниз, советник больше не открывал дополнительных позиций, и этот ордер самостоятельно закрылся. При этом, если мы посмотрим график, то вот мы видим, что вот это как раз позиции хеджирования, когда советник закрывается практически в ноль, по безубытку. Но поскольку система Мартингейла довольно прибыльная, то есть впоследствии он это компенсирует. Главное пережить вот эти критические моменты. А вот здесь ситуация замка, когда был полный замок, равное количество лотов и в том, и в другом направлении. Но давайте смотреть дальше. Мы взяли период с начала этого года, с 4 января по март. Пока советник справляется со своей задачей и, в общем-то, вот уже увеличил депозит в 3 раза. Остановимся немножко. Покажу еще вот этот момент. Здесь получилась следующая ситуация. Было открыто 6 позиций, 6 ордеров на sell и 1 ордер на buy. Но цена изменилась, и ордер на buy был закрыт по безубытку. Ну, а здесь уже ничего не поделаешь. Наш краш-тест подходит к завершению. Ну, что и требовалось доказать. Конечно, с такими настройками предельными советник долго выдержать не мог.
И тем не менее он выдержал и увеличил депозит 8 раз. При этом за это время он 6 раз хеджировался, и 1 раз был в полном замке, из которого он успешно вышел. Поэтому мы считаем, что данный тест советник прошел успешно. Это краш-тест, не стоит повторять его на реальном рынке. Мы лишь показали, как работает система хеджирования. А теперь сделаем следующее. Мы изменим максимальное количество ордеров и установим 4. Все остальные настройки остаются теми же. Я сейчас не буду включать визуализацию, чтобы экономить время. Просто посмотрим на график. Те же настройки, что были в краш-тесте, только количество ордеров было ограничено 4. Ну и вы видите показатели по завершению торговли. Еще раз покажу, какие были у нас настройки. А так советник работает в обычном режиме с обычными настройками, но с использованием автотренда. Ну вот результаты этой торговли. Автотренд снижает количество сделок, поэтому прибыль здесь будет немножко пониже. Автотренд работает в 2 режимах. Вы можете выбрать скользящую среднюю или по закрытию бара, то есть по цене закрытия. Здесь вы можете выбрать таймфрейм, по которому будет работать автотренд, ну, и задать соответствующие параметры. Автотренд работает по умолчанию только при открытии первого ордера, но вы можете активировать и использовать автотренд для открытия ордеров Мартингейла. Тогда при открытии ордеров Мартингейла советник будет учитывать направление стрелки автотренда. Если стрелка показывает вверх, то советник будет открывать сделки только на покупку. Если стрелка разворачивается вниз, то, соответственно, советник будет открывать ордера Мартингейла только на продажу, на sell. Покажу это на примере. Вот смотрите, здесь советник усредняется на buy, хотя стрелка автотренда указывает вниз. Здесь автотренд подключен только для открытия первого ордера, но не учитывается ордера Мартингейла. А здесь разрешено использование автотренда для ордеров Мартингейла. Вот у нас первый ордер был открыт на продажу, но цена пошла вверх. И вот вы видите, что стрелка автотренда изменила свое направление, и советник перестал открывать ордера на продажу, перестал усредняться. И вот только тогда, когда стрелка автотренда развернулась вниз, советник открыл очередной ордер Мартингейла. В случае длительного тренда против ваших позиций, использование автотренда для ордеров Мартингейла позволяет сэкономить вам ваши ресурсы. Теперь у советника появилась новая возможность. Вы можете запланировать определенную прибыль за день. Вот в данном случае установлено $100. Когда прибыль составит $100 в день, советник перестает работать и ждет следующего дня. И вот давайте посмотрим очередной экстремальный эксперимент с нашим советником. Начальный депозит $1000. Задача заработать $100 в день. Вот вы видите, что советник сделал первую прибыль $100 и отключился, ждет следующего дня.
бывает, что запланированную прибыль советник не успевает сделать в течение дня, соответственно, переносится на следующий день. Но если прибыль закрылась в этот день, то советник откроет новые сделки только при наступлении следующего дня. Ну вот снова. И так далее. То есть появляется соответствующая надпись, что советник выполнил свою задачу. Конечно, эта стратегия рискованная, и поэтому я еще раз говорю, что это экстремальный эксперимент, очередной краш-тест на возможности советника. Ну вот вы видите, что был замок, советник вышел из этого замка и продолжил свою работу. Период мы взяли 3 месяца с начала этого года. Ну вот, торговля закончилась. Давайте посмотрим. Вот такой у нас график. И вот отчет от торговли. Еще раз напоминаю, что это был эксперимент. Никто не заставляет вас устанавливать прибыль $100 в день. Выберите оптимальные для себя настройки в зависимости от вашего риска, который вы готовы принять, в зависимости от вашего депозита. И, кстати, о депозите, точнее его размере. Если ваш брокер работает с контрактами 100 тысяч единиц базовой валюты, то для такого брокера мы рекомендуем оптимально начинать с депозита минимум $1000. Но часто спрашивают, а можно начинать с меньшего депозита, с меньшей суммой? Да, можно, но только вы должны понимать, с какими рисками вы столкнетесь, и, соответственно, принять меры и изменить параметры настройки в блоке риск менеджмент, управление риском. Здесь вы можете изменить ограничение свободной маржи, понизить или повысить. Диапазон здесь от 50 до 75% оптимально. Не стоит опускаться ниже и не стоит поднимать его выше. Также вы можете изменить коэффициент Мартингейла, множитель, оставить его таким же или сделать его еще меньше. Вы можете увеличить расстояние между ордерами Мартингейла, а также вы можете ограничить количество открытых ордеров. Как я ранее показывал, можно поставить 4 или 5. Или можете ограничить суммарный объем всех открытых лотов. Кроме того, вы можете использовать хеджирование, включить хеджирование, и можете использовать автотренд. И покажу следующую ситуацию. Здесь советник открыл 10 ордеров на покупку суммарным объемом 1,79 лота. Первый ордер был объемом 1/100, а 10 ордер объемом 0,62. Следующий ордер с умножением на коэффициент Мартингейла должен быть 0,93. Но у советника есть собственная система ограничения риска. И при открытии ордера объемом 0,93 ограничение свободной маржи, которое было установлено, понизится до 58,4%, то есть будет ниже установленного параметра. Поэтому советник пишет, что высокий риск и торговля заблокирована. Ваших средств не хватает для торговли или хеджирования. При открытии следующего ордера объемом 0,93 процент свободной маржи понизится до 58%. Поэтому он заблокировал торговлю и не позволяет открыть очередной ордер. Если мы суммируем 1,79 и 0,93, то получим 2,72 лота. Что такое 2,72 лота?
зайдем к брокеру, у которого размер контракта составляет 100 тысяч единиц базовой валюты, и, используя калькулятор, получим следующее значение. Стоимость пункта составляет 27 долларов. То есть при движении цены против вас всего на 10 пунктов ваш убыток составит 270 долларов. Вот и представьте, если у вас депозит меньше 1000 долларов, сможете вы выдержать такую нагрузку? 270 долларов. При этом в залог у вас уйдет 415 долларов. Теперь давайте посмотрим другого брокера, размер контракта у которого составляет 10 тысяч единиц, то есть в 10 раз меньше. Такой же объем лота, стоимость пункта 2 доллара 72 цента. То есть движение 10 пунктов составит убыток всего 27 долларов. Залог, маржа, составляет 41 доллар. Если вы не располагаете 1000 долларов, то вы можете использовать брокера с меньшей суммой контракта. Конечно, и прибыль здесь будет меньше, но вы можете начать торговлю не с 1/100 лота, а с 0,02, с 0,05. Или, если размер вашего депозита позволяет, начать с 1/10 лота. Суммарный объем лотов для 11 ордеров с начальным объемом первого ордера 1/10 лота составит 17,99. И стоимость пункта здесь будет равна 17,99 долларов. Даже при таком большом суммарном объеме здесь ваши риски ниже, чем у предыдущего брокера. И такие торговые условия являются более удобными для маленьких депозитов. У вас здесь больше возможностей для маневра. Вы можете увеличивать объем начального лота или уменьшать его, в зависимости от прибыльности вашего счета. Подробное руководство по настройкам советника вы найдете на нашем сайте taranus.ru. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.